Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры сайта AliExpress, а именно магазин Джуя. Ну и давайте посмотрим, что я получила в этот раз. Вот такой кулончик, глазик, весь в стразиках, кулон размером 22 на 19,5. 22 это уже с бейлом. Здесь бейл обычный, можно прикрепить также на цепочку или сделать украшение. Здесь я наблюдаю натуральную ракушку внутри. Вот видно вам, да? Ну и сверху покрыта, наверное, эпоксидной смолой, я так думаю. Очень красивый такой кулончик от сглаза, например, носить. Или сделать с бусинками, подобрать такие бусинки из ракушки и сделать украшение. И вот так сзади смотрится. Очень красивый. Вот такой второй кулон. Здесь идут вот такие кружочки, но здесь разные стразики. Красный, синий, зеленый и прозрачные. Здесь тоже стразики. Вот такая подвесочка. Красиво смотрится. Даже очень вот так выглядит с обратной стороны. И размер 26,5 вместе с петелькой на 17 миллиметров. Красивый, да, кулон? Необычный. Вот такой вот кулончик. Понравился, красивый. Еще вот такой кулон. Посмотрите, какие здесь красивые цветные стразики. И они крупные. Ну, здесь много цветов. Можно подобрать любой цвет, какой у вас есть, и подвесить, сделать бусики. Здесь сердечко, форма сердца. Красивый, да? Очень даже смотрится. Вот так сзади. Все выглядит как ювелирная работа. Аккуратненько. И 3 сантиметра вместе с петелькой, то есть с бейлом. И так 2,5 сантиметра. Красота. Еще одна подвеска, крестик, но красивый, понравился. Разные цвета были, я выбрала розовый. Здесь тоже, как я вижу, натуральный перламутр внутри, вырезан кусочками и, наверное, залито эпоксидкой, скорее всего. И здесь вот распятие, видно вам, да? Очень красиво смотрится такой толстенький крестик, 27 миллиметров вместе с бейлом, ну и 18,5 сантиметра. Красивый такой, толстый, выполнено аккуратно, цвет красивый, мне понравился. Вот такие застежки, 2 в комплекте, по-моему, были, да, 2 штуки. Интересная форма, необычная. Здесь, как вы видите, вот такая застежка. Здесь одну бусинку, плотный. Одну бусинку можно прикрепить, да, один ряд. Ну, а с этой стороны можно прикрепить уже 2 ряда. Можно двухрядное сделать, так как здесь есть отверстие. Один ряд, вот второй ряд, бусики сделать. И подвеску можно съемную прикрепить. Вот эту. Можно с ней носить, можно без нее. Вот так вот можно использовать, я думаю. Или, как я сказала,
украшение. С этой стороны двухрядная, с этой однорядная идет. Можно придумать интересная застежка, да. Может быть, у вас тоже что-нибудь интересненькое в голову придет, идея. Напишите, как можно еще использовать такую застежку. И дело в том, что они, две штуки, стоили недорого, что мне и заинтересовала цена. И спокойно раскрываются. Работает, нигде ничего. Вот я думаю, закрываться будет такая застежка удобно. Понравилась мне она. И еще один вариант. Ну, такие застежки уже, наверное, кто-то покупал, так как они не новинка. Я видела их уже давно и вот решила тоже купить. Очень понравилась вот эта деталь, ну красивая. Все в стразах. И здесь спокойно все двигается хорошо. Уже привычная деталь для меня вот это. Нравятся мне такие застежки. Удобная. Пока новая еще не разработалась. И здесь посмотрите, как красиво все. Можно как коннектор использовать, да, или подвеску в украшение, или даже использовать здесь бусики поставить, а здесь можно так носить подвеску. А если хочется что-то большего, подвесить, кулон здесь сделать. Не хотим носить с подвеской длинной, хочется что-то минимализма, вот, пожалуйста, как кулон использовать. Можно так носить. Здесь бейл можно приделать. Золотой у нас их много разных со стразиками, да? Такая подвесочка оригинальная смотрится, красивая. Или как застежку использовать уже по назначению. Впереди, конечно. Сзади такую поставить и не видно будет. Впереди надо такие застежки ставить. Красота. Ну, это застежки уже карабинчики, нам привычные. Очень мне понравился вот этот вариант. Я уже использовала такую. У меня и в серебре, и в золоте есть. Ко многим украшениям подходит. И нравится мне, как он открывается, как закрывается. Здесь еще есть вот такая вот деталь, к которой можно сразу прикрепить бусы. Но я почему-то никогда не пользуюсь. Ставлю свое колечко. Ну, а это потом я собираю, такие, как бейлы, да? Можно потом использовать в украшении. А вот это очень мне нравится. Застежка карабин, она, во-первых, прочная, толстая и смотрится красиво, конечно. Можно использовать ее и впереди как украшение, можно даже и поставить ее как съемную, какую-нибудь подвеску придумать. Очень красивый карабин, потрясающей красоты. Мне очень нравится, если честно. И здесь и расстояние большое, что вот может любое колечко пройти. Удобно раскрывать. Что и для нас самое главное. И здесь мне нравится вот черный карабинчик, что здесь мы открываем, можно тоже любое колечко продеть. Бывают же такие карабины, что маленькое расстояние и проходит только тоненькое какое-нибудь колечко. А здесь, как видно, вот вам расстояние большое. И здесь раскрывается хорошо, можно колечко продеть. Ну, здесь маленькие колечки, которым мы крепим бусы. Ну, я всегда ставлю здесь побольше кольцо свое, другое, так как это маленькое, в него еще сзади можно и не попасть. Очень маленькое, да? Вот этот красивый карабин в стразиках. По-моему, ничего не осталось из черной фурнитуры, поэтому вот такой попробовала карабин. Понравился. Хороший, можно заказывать еще. Так, и серьги.
серьги это новинка у Юли, но такие серьги есть в других магазинах, где продают они там оптом. Ну, а здесь можно купить пару, то есть одну пару. Но красивые, что-то такое необычное, да? Сбоку смотрим, как цветок лилии какой-нибудь. И вот так они раскрываются. Я при вас открываю. Я их еще не смотрела, как они работают. И целые или не целые. Вот, чтобы надеть на ухо, нам надо больше раскрыть. Ну да, двигается с трудом, потому что новые, наверное, еще не разработаны. Но закрываются, да, хорошо. Петелька раскрывается. Красиво смотрится, да? Впереди все в стразиках. Красивые швензы, мне понравились. Ну и хорошо закрываются. Красивые. Так, и вот, как видите, швензы в этот раз мне пришли вот в таких пакетиках. Хотела показать вам, так как раньше такого не было в этом магазине. И вот так упаковали мне, не знаю. Первый раз такое приходит. Ну и давайте посмотрим, какого качества серьги. Выбрала разные. Это все, по-моему, новиночки. Вот эти красивые. Смотрите, как они сбоку смотрятся, такие толстенькие. Здесь стразы, 5 камней и сверкают, как бриллианты. Такие аккуратненькие, не большие. Как видите, здесь маленький гвоздик. Толстая, если у вас мочка уха, может и не поместиться здесь. Наверное, миллиметров 6. Да, 6 миллиметров. Бывают такие и побольше серьги, как мы знаем. Но эти аккуратненькие. Колечко раскрывается. Мне вот эти понравились. Раскрываются хорошо. Работают. Люфта нет. Здесь посмотрите, как сзади. Аккуратненько. Вот эти красивые тоже. Здесь достаточно бусинки одной подвесить, и уже будет красиво. Такие богатые, видно, богатые, красивые швензы. Да. Ну, золото и цвет хороший. Можно и так носить, как золотые серьги. И надо же вот такие вот планшетки подвесить сюда серьги. И также можно продавать. Так, следующие все серебряные. Имела серебряного цвета. Что я? Это не серебряный, просто под серебро. Красивый, да? Впереди рисунок вот так сделаны. Здесь маленький стразик. Петелька раскрывается вот так вот. Внизу петелька. Как интересно. Здесь подвеску можно сделать любую. Или бусинку. Ну, красивые, да? Что мне не нравится, когда сам гвоздик вот этот вот такой толстенький. У меня в одном ухе дырочка очень тоненькая. И бывает, когда толстые вот эти гвоздики у меня не проходят. Или проходит и болит потом ухо. Сейчас попробуем. Ну вот для меня она толстая. Видно вам, да? В начале, прям в самом начале. И у меня не проходит оно в ухо. Этот гвоздик, к сожалению. Но бывает у кого-то дырочки растянуты, и кому-то подойдут такие швензы. Но красивые. Конечно, я буду спрашивать, когда я делаю серьги, чтобы подошли. Вот такие швензы. Здесь все в стразиках. И вот такие толстенькие.
7 миллиметров. Прям усыпано все стразами. Ну а вот сбоку мне не очень нравится, как здесь гвоздик немного высоко поднят. Сейчас попробуем. И трудно раскрыть. Уже мне не нравится эта швенза. Как видите, да, он прям поднятый вверх. Закрывается хорошо. Ну, я думаю, этого незаметно будет, когда в ухе, но уже неприятно. Ну, вот здесь красиво, конечно. Центральная часть внешняя, она красивая. И вот такие еще одни. Вот эти мне понравились. Красивенькие. Круглая такая форма. Немного выпуклая. Здесь есть стразики. 3 разных размеров. Большой, поменьше. Посмотрите, какие красивые. Вот эти мне понравились. Так, сбоку посмотрим. Маленькие, аккуратненькие такие швензы. Ровненькие, смотрю уже. И гвоздик мне нравится тоненький. Вот эти мне понравились. Аккуратные, да. Если щелкает, но слабенько. Немного вниз. Сам гвоздик нажимаем пальчиком. Немного. Чуть-чуть. И вот. И щелчок. И сразу хорошо они закрываются. Вот эти мне понравились очень. Даже, по-моему, были такие и в золоте. Ну, всегда у Юли есть выбор. Если швензы, то они и в золоте, и в серебре бывают у них. Это тоже, наверное, все есть и в золоте, и в серебре. Вот эти мне понравились. Красивые, аккуратненькие, маленькие. И вот эти понравились. Понравилось все. Красивая фурнитура. Ну а если вам понравилось, ставьте мне лайки. Мне будет приятно. Пишите комментарии. Жду. Будем общаться. Не забывайте на Дзен подписываться. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.